В самых отдаленных и густых уголках австралийских лесов, там, где цивилизация уступает место дикой первозданной природе, время течет совершенно иначе. Для диких обитателей этих мест каждый день – это непрекращающаяся борьба за выживание, подчиненная строгим законам эволюции. Но для одного существа, по воле трагического случая, оказавшегося здесь, эти законы обернулись настоящим кошмаром. Баран по имени Алекс когда-то был обычной частью домашнего стада, мирно пасущегося на зеленых просторах под присмотром человека. Однако судьба распорядилась иначе. В силу нелепой случайности он отбился от своих сородичей, перелез через изгородь и бесследно исчез в глубине диких зарослей. Год за годом Алекс скитался в полном одиночестве вдали от людей, ведя невидимую, но отчаянную борьбу со стихией. С каждым сменяющимся сезоном, будь то иссушающий летний зной или проливные зимние дожди, его шерсть продолжала неумолимо и непрерывно расти. В дикой природе длина волосяного покрова у овец регулируется естественным путем. Дикие виды сбрасывают излишки шерсти во время сезонной линьки. Однако домашние породы были выведены человеком искусственно ради получения шерсти, и они полностью утратили способность к самостоятельной линьке. Они нуждаются в регулярной, как минимум ежегодной стрижке. Без бережной руки человека главная гордость и защита домашнего барана, его мягкое руно, превратилась для Алекса в его самое страшное проклятие, медленно и мучительно забиравшее его жизненные силы. Шли годы, и Алекс превращался в живой памятник собственному заточению. Шерсть росла не по дням, а по часам, закручиваясь в плотные тяжелые колтуны. В нее намертво въедалась земля, набивались сухие ветки, колючки и трава. Каждый раз, когда пошел дождь, этот шерстяной панцирь впитывал в себя литры воды, становясь тяжелее в несколько раз. Алекс был вынужден носить эту невероятную ношу на своих плечах каждый день, без возможности хотя бы на минуту сбросить вес. Его мир постепенно сужался. Огромные пласты грязной шерсти начали закрывать ему обзор, свисая тяжелыми шторами прямо над глазами. Почти ослепший, скованный по рукам и ногам, он продолжал бродить по лесу, ведомый лишь инстинктом самосохранения. Когда волонтеры из известного приюта для животных Edgar's Mission Farm Sanctuary случайно обнаружили его среди густого подлеска, Алекс уже находился в критическом, угрожающем его жизни состоянии. Спасатели, повидавшие немало трудных случаев, замерли в шоке. Перед ними лежало существо, которое больше не было похоже на живое животное. На первый взгляд оно напоминало огромный, грязный, катящийся по земле тюк старой шерсти или замшелый валун, невесть как оказавшийся среди деревьев. Алекс полностью потерял свой естественный облик. Огромная масса шерсти, пропитанная грязью, мочой, забитая ветками и кишащая сотнями паразитов, весила почти столько же, сколько сам баран. Алекс страдал от глубокого обезвоживания и крайнего истощения. Судя по его виду и состоянию окружающей травы, он не мог нормально передвигаться и питаться на протяжении нескольких недель, а возможно и месяцев. Тяжелое руно весом около 40 килограммов полностью сковало его движение, превратив некогда подвижное животное в недвижимого узника собственного тела. Каждая робкая попытка подняться на ноги приносила ему невыносимую боль, так как суставы были деформированы постоянной перегрузкой, а кожа под шерстью была стерта до крови. Он просто лежал на лесной подстилке, тяжело вздыхая и медленно угасая под палящими лучами солнца. Если бы не счастливая случайность и не своевременная помощь неравнодушных спасателей, Алекс неизбежно погиб бы в дикой природе в течение нескольких дней, став жертвой собственной изоляции. Спасательная операция началась незамедлительно, ведь на счету была каждая минута. Волонтеры понимали, что животное находится в глубоком шоке, и любой лишний стресс может остановить его ослабевшее сердце. Осторожно, стараясь не повредить и без того хрупкое существо и не причинить ему дополнительной боли, команда обхватила огромный шерстяной ком. Потребовались усилия нескольких человек, чтобы просто приподнять Алекса и аккуратно перенести его в кузов спасательного фургона. Баран не сопротивлялся. У него просто не было на это сил.
он лишь тихо замер, доверяя свою судьбу незнакомцам. Транспортировка до госпиталя-приюта была лишь началом долгого и тернистого пути к спасению. Чтобы вернуть Алекса к полноценной жизни, требовалось провести масштабное преображение, которое в его текущем состоянии было равносильно сложнейшей хирургической операции. Когда Алекса привезли в приют, вокруг него собралась вся медицинская команда. Спасатели понимали, что медлить нельзя, но и действовать опрометчиво было смертельно опасно. Освобождение от многолетнего шерстяного панциря оказалось невероятно сложной задачей. Волонтеры работали наперекор времени. Алекс был критически слаб, его пульс едва прощупывался, и он почти не держал голову. Его кожа под плотным слоем войлока была очень тонкой, обезвоженной и ранимой, словно пергамент. Малейшее неосторожное движение триммера могло нанести ему глубокие раны. Ситуация осложнялась тем, что шерсть у самого основания превратилась в сплошную твердую корку из высохшей грязи и навоза, которую не брали обычные инструменты. Процесс стрижки занял несколько часов напряженной и кропотливой работы. Орудуя профессиональными триммерами, специальными ножницами и постоянно меняя затупившиеся лезвия, спасатели бережно, слой за слоем, срезали тяжелые зловонные пласты старой шерсти. Несколько человек держали Алекса, успокаивающе поглаживая его по голове и разговаривая с ним тихими голосами, чтобы он чувствовал себя в безопасности. С каждым отрезанным куском перед волонтерами все отчетливее проступали контуры настоящего Алекса. Под толстым непроницаемым покровом скрывалось пугающе истощенное тело. Лопатки и ребра барана отчетливо выпирали, а кожа была покрыта многочисленными опрелостями, язвами и следами укусов насекомых, которые годами паразитировали на несчастном животном. Когда весы, на которые волонтеры складывали состриженное руно, наконец зафиксировали чистый вес, стрелка замерла на ошеломляющей отметке в 40 килограммов. Это было близко к абсолютному мировому рекорду. Для самого Алекса это означало, что все эти долгие годы он буквально носил на себе вес еще одного взрослого барана, преодолевая эту тяжесть с каждым шагом. Когда процедура стрижки была завершена, наступил самый трогательный и драматичный момент. Алекс впервые за много лет смог полностью распрямить свое тело и освободиться от давящих тисков. Однако радоваться было еще рано. Его тонкие ноги, отвыкшие от нормальной нагрузки и атрофированные долгим стоянием под тяжестью, сильно дрожали от непривычной легкости. Они были настолько слабыми, что Алекс не мог удержать равновесие. При первой попытке сделать шаг, его колени подкосились, и он мягко опустился на солому. Волонтерам приходилось постоянно поддерживать его под живот, чтобы он не упал и не травмировал себя. Но самое страшное и опасное для жизни было позади. Для полного восстановления здоровья Алекса в приюте организовали настоящий комплекс восстановительных процедур. Его бережно вымыли специальным лечебным шампунем и теплой водой, аккуратно смывая остатки многолетней въевшейся грязи и дезинфицируя воспаленную кожу. Вода, стекавшая с его тела, была черной, но с каждым смытым слоем Алекс выглядел все более обновленным. Спасатели обработали все его раны и кожные воспаления заживляющими мазями. Измученное, но наконец-то чистое, легкое и пахнущее чистотой животное преобразилось до полной неузнаваемости. Вместо грязного чудовища перед людьми стоял трогательный, белоснежный и очень изящный баран с удивленными глазами. Первые недели реабилитации требовали от команды приюта круглосуточного внимания. Алекс все еще не мог полноценно передвигаться самостоятельно. Его мышцы нуждались в постепенных тренировках. Чтобы решить эту проблему, инженеры и волонтеры приюта соорудили для него специальную поддерживающую подвесную систему. Этот мягкий бандаж на ремнях позволял Алексу находиться в естественном вертикальном положении, снимая избыточную нагрузку со слабых суставов и позволяя копытам правильно упираться в пол. В этой люльке Алекс заново учился ходить, переставляя ноги и восстанавливая мышечную память. Каждый день он делал маленькие, но уверенные шаги вперед, демонстрируя ветеринарам свою невероятную волю к жизни и твердый характер. Команда волонтеров окружила его искренней любовью и заботой. Ему регулярно подносили самую свежую, сочную зеленую траву, отборное сено и чистую воду с витаминами,
чтобы он как можно скорее восстанавливал свои силы. Спустя несколько месяцев упорства Алекса, его неиссякаемая жажда жизни и безграничная любовь его спасителей принесли свои долгожданные плоды. Баран заметно окреп, его бока округлились, а взгляд стал живым и любопытным. Поскольку он лишился своей шерсти в одночасье, его организм не успел приспособиться к температурным изменениям. Чтобы защитить Алекса от прохладных австралийских ветров и ночных заморозков, волонтеры сшили для него индивидуальную теплую защитную попону ярко-красного цвета. В этой попоне он выглядел как настоящий чемпион, вернувшийся с тяжелейших соревнований. Вскоре Алекс смог полностью отказаться от поддерживающего бандажа и уверенно встал на собственные ноги. Его походка стала легкой и грациозной, словно он никогда и не носил на себе 40-килограммовый груз. В приюте Эдгарс Мишен он обрел не просто спасение и профессиональный уход, но и настоящий безопасный дом, где его больше никто никогда не обидит. Но самым прекрасным подарком судьбы для Алекса стало обретение настоящей дружбы. В приюте он познакомился с овечкой по имени Хлоя, которая также имела непростую судьбу. Они быстро нашли общий язык и стали неразлучными спутниками. Теперь они вместе гуляют по бескрайним зеленым пастбищам приюта, греются под мягкими лучами солнца и мирно жуют траву, наслаждаясь каждым мгновением. История Алекса – это не просто рассказ о спасении одного животного. Это глубокая и поучительная притча о том, как бремя прошлого может незаметно для нас самих прижимать нас к земле, лишая сил и надежды на будущее. Но в то же время это история о невероятной силе сострадания, о том, как своевременная доброта, терпение и забота способны сотворить настоящее чудо, подарив вторую жизнь тому, кто уже был готов сдаться. Теперь, полностью избавившись от неподъемного бремени своих скитаний, Алекс проживает свою лучшую, легкую и самую счастливую жизнь на ферме, радуя волонтеров и вдохновляя тысячи людей по всему миру своей удивительной историей возрождения.